Нацисты создали идеальные условия для ученых с таким нестандартным подходом, разогнав академическую науку. Но Гитлер в преддверии войны запретил тратить силы на долгосрочные проекты и этим перекрыл сразу несколько перспективных направлений исследований. Кроме того, Циолковский оказался в Советской России, Тесла в США, а Виктор Шаубергер в нацистской Германии. Период, соответствующий Второй мировой войне, содержит несколько временных развилок, породивших миры с различным течением исторических событий. В результате многие события этого периода не имеют однозначного толкования. Несмотря на полную капитуляцию Германии, так и неизвестно, был ли полностью уничтожен Третий рейх, погиб ли Гитлер, полностью ли были ликвидированы наработки нацистских магов. Чем закончились попытки создать чудо-оружие, тоже остается тайной. Существует множество версий и конспирологических теорий, указывающих на наличие параллельных миров с альтернативной историей. Возможно, Третий рейх уцелел в каких-то мирах, и там удалось завершить создание научных проектов. Может быть, в нашем мире уцелела база 211 в Антарктиде, на земле королевы Мод. За время войны нацисты построили в Европе многокилометровые подземные тоннели. Многие источники утверждают, что во время тибетской экспедиции под руководством Эрнста Шефера нацисты получили карту, на которой были указаны входы и наиболее крупные пещеры подземного царства Агарати. Можно предположить, что построенные нацистами подземные базы имели связь с Агарати и были расположены недалеко от входов в пещеры. Базы, оснащенные железнодорожными путями, похоже, были просто грузовыми терминалами, через которые материалы и оборудование переправлялись в пещеры. Может быть, таким способом осуществлялась торговля с обитателями подземного мира. Отступая, нацисты взрывали входы в эти многоярусные подземные сооружения, но при этом не исключено, что гарнизоны или экипажи бункеров оставались на освобожденных союзниками территориях. Есть вероятность, что базы были связаны между собой длинными железнодорожными тоннелями, замаскированными тайными входами. Считается, что строивших подземные бункеры заключенных из концлагерей уничтожили по окончании строительства, но вполне возможно, их оставили работать на подземных заводах. Так, после официальной победы коалиции союзников над нацистами, попавшие в рабство люди, оставались живыми и продолжали работать на подземных базах.